Начинаем вязать шапку. Я вяжу в 4 основные и 2 дополнительные нити. Если вы будете вязать шапочку на объем головы 53-55 сантиметров, набирайте 72 петли плюс 1 для замыкания. Всего 73 петли вам нужно будет набрать на спицы. Если вы, так как и я, будете вязать шапочку на обхват головы 56-58 сантиметров, набираем 76 петель плюс 1 для замыкания. Итого 77 петель. Я вяжу на спицах номер 5, и у меня круговые спицы разъемные, и длина от кончика до кончика спицы 40 сантиметров. Итак, набираю на спицу обычным способом 77 петель. Набрали необходимое количество петель, проверяем, чтобы все петельки смотрели вовнутрь. И далее соединяем вязание в круг. Рабочая нить у нас сверху. Так, далее вот эту петельку перебрасываем на правую спицу, а вот с правой спицы петельку сбрасываем. И переброшенную петельку возвращаем на левую спицу. Так, далее переворачиваем. Подтягиваем петельки. И продолжаем вязание. 1 лицевая, 1 изнаночная. Изнаночную провязываем классическим способом. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким чередованием продолжаем до конца ряда. Ориентиром начала нового ряда у нас будет вот этот хвостик. И следующий ряд вяжем аналогично предыдущему. Лицевая, изнаночная классическим способом. Лицевая, изнаночная классическим способом. И таким чередованием мы вяжем на расстояние 42 сантиметра. Я провязала на необходимое расстояние. Вот получилось 42 сантиметра. Так, и шапочка у нас получится в 2 оборота. Вот, теперь начинаем закрытие петель. 2 следующие петли, и мне необходимо их провязать 2 вместе лицевой. Для этого я меняю направление у лицевой и у изнаночной и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Так, следующие 2 петли то же самое. Меняю направление и провязываю 2 вместе лицевой. И так далее повторяю по кругу. Провязали следующий ряд убавлений. И также будем провязывать 2 петли вместе лицевой, но будем делать это следующим образом. Спицу правую заводим за переднюю стенку 2 лицевых петель и провязываем их вместе. Далее следующие 2 вместе. И таким образом продолжаем дальше по кругу до начала следующего ряда. Чтобы не запутаться, где у меня начало следующего ряда, здесь я поставлю маркер. При провязывании спицы я сделала вот таким вот образом. И когда провязываю 2 петли вместе лицевой, стараюсь петельку дополнительно еще поджать, чтобы макушка у нас не получилась дырявой. Провязали второй ряд убавлений. И третий ряд убавлений у нас будет выглядеть точно так же, как и второй. 2 петли вместе лицевой и петельки подтягиваю.
И также, чтобы не забыть, где у меня начало ряда, я поставлю маркер. И так продолжаю вязать до маркера. Петельки подтягиваем дополнительно. Так, провязали третий ряд. Теперь я нить обрезаю и буду стягивать оставшиеся петельки. Буду это делать следующим образом. Берем по 3 петельки. Вот наша рабочая нить. Пальчиком придерживаю эти 3 петельки. Крючком провожу эти 3 петли и протягиваю рабочую нить. Есть. Так, следующие 3 петли. Так, придерживаю пальчиком, чтобы они не развязались. Так, можно взять крючок поменьше. Я взяла сразу слишком большой. Так, и проводим рабочую нить через эти 3 петли. И так повторяем с оставшимися петлями. Так, подтягиваю и провожу. Так, все. Наша макушка закрыта. Хорошенько подтягиваем петлю и выводим ее на изнаночную сторону шапочки. И здесь петельку закрепляем. Я делаю обычные узелки, чтобы макушка не распустилась и прочно держалась. Вот такими узелками делаю по кругу. Так, и сделаю еще один узелок. Так, и обрезаю. Обрезаю не под самый кончик, вот так где-то. Так, все, выворачиваем шапочку и закрепляем наше начало вязания. Так, крючком по линии вязания косички. Вот в одну сторону и в обратном направлении. Можно ниточку обрезать. При ВТО пух забьется и ниточка не будет распускаться. Но в большей уверенности можно сделать узелок, так как все равно у нас этот край он будет внутри в обороте и не будет видно этого узелка. Так, обрезаю, выворачиваем. И все, наша шапочка готова.